и уважаемые коллеги! Хочу сказать сегодня несколько слов от имени молодежи. Сам живу я в Дагестане, древнем регионе с большой и славной историей, где веками живут в добрососедстве, мире и взаимодействии более 30 национальностей и представителей мусульман, христианства и иудеи. Наш регион обладает еще и одной из самых больших сетей диаспор за рубежом по всему миру. Поэтому для нас почти нет чужих стран и народов, которые бы не были хоть как-то связаны с Дагестаном. Сегодня в разных частях мира идут вооруженные конфликты разной степени интенсивности, в которых ежедневно гибнут люди. Это огромная трагедия. Каждая сторона при этом много в чем может обвинить противника. В этих обвинениях существенная часть относится к политике и пропаганде. И Так, судить о них предстоит истории. Но существуют еще и конкретные преступники, которые используют вооруженный конфликт как ширму для прямой уголовщины. Это люди без чести и совести, отщепенцы и позор любой нации. Это мародеры, убийцы, насильники, экстремисты, которые такими были и в мирное время. Просто они вдруг получили возможность для безнаказанного разгула своих криминальных наклонностей, пока их соотечественники гибнут за интересы страны. Мы очень обеспокоены тем, что одна из сфер проявления этих криминальных наклонностей сегодня – это возмутительные международные преступления в виде преследований духовенства и верующих, осквернения святынь, пропаганды вражды по религиозному признаку. Чудовищный пример этому мы наблюдаем на территории Украины в отношении прихожан и священников Украинской Православной Церкви. Верующим создают препятствия в проведении богослужений и доступе к святыням, закрывают, расхищают храмы и монастыри, варварски задерживают, подвергают пыткам, истязаниям и унижениям митрополитов, епископов, священнослужителей, применяют физическое насилие к священнослужителям, жителям, молящимся. Это отвратительный пример дискриминации и разжигания ненависти к огромной группе верующих просто за их вероисповедание. При этом, злоупотребляя статусом публичного политика, депутата, журналиста, ряд украинских деятелей еще и открыто призывает к совершению международных преступлений, преследованию верующих, ограничению их гражданских прав, препятствованию богослужениям и паломничеству, силовому вмешательству в работу храмов. Сложно быстро остановить вооруженный конфликт, справиться с разрастанием международной напряженности и другими трагическими явлениями времени. Но наказать однозначных преступников вполне реально. Их действия не станет защищать ни одно государство. Они чужды любому народу, цивилизованному обществу. И поэтому мы призываем выявлять конкретные факты и наказывать виновных. В этом случае, опираясь на возможности международных судебных органов, чтобы все видели прецеденты нетерпимости международного сообщества к разгулу криминала и понимали, что последствия настигнут виновных в любом случае. Тем более, что эти преступления совершаются с особым цинизмом, злоупотребляя статусом государственных органов и трагической ситуацией участия страны в вооруженном конфликте. Вот лишь некоторые примеры, многократно подтвержденные данными в открытом доступе. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, 2022 года многократно выступает в СМИ с пропагандой ненависти и противоправных действий в отношении православных верующих, призывами к ограничению религиозных прав граждан Украины. А еще в 2023 году начал призывать даже к запрету богослужений на русском и церковно-славянском языке. Никита Батураев, депутат Верховной Рады парламента Украины, член и идеолог правящей партии «Слуга народа», глава комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики. Этот человек регулярно публично выступает в СМИ с разжиганием ненависти по отношению к прихожанам и священникам Украинской Православной Церкви, оскорбляет чувства верующих, а лоббируя антиконституционный закон номер 3894 о запрете Украинской Православной Церкви, он даже открыто использовал угрозы и давление на депутатов с целью получения желаемого результата голосования в Верховной Раде. Сергей Кондарчук, депутат Равенского областного совета, экс-глава Равенского областного совета, в 2019 году участвовал в захвате храмов, лично взламывал двери ломом, перебывая в статусе главы района администрации, лично инициировал рейдерский захват 7 храмов Украинской Православной Церкви в районе. И в захвате некоторых участвовал сам лично, физически. С 2018 года он призывает ущемлять права верующих, проводить обыски храмах и жилищах священников, контролировать все богослужения со стороны правоохранительных органов. Александр Черниевич, экс-глава Хмельницкого районного совета, депутат Хмельницкого районного совета, также многократно участвовал в захватах храмов.
применял насилие по отношению к верующим Украинской Православной Церкви, включая женщин. С 2022 года занимается разжиганием ненависти к прихожанам Украинской Православной Церкви. В социальных сетях он призывает к организации беспорядков и провокаций. 24 июля 2022 года во главе с группой они прибыли в храм Святой Параскевицы Пятницы Украинской Православной Церкви в селе Пироговцы Хмельницкого района, и там он пытался захватить святыню непосредственно во время богослужения. Видео зафиксировано, как сам Черневич с подельниками толкает и бьет женщин, грубо швыряет их на землю. Священника сбили с ног и волочили по земле. 28 марта 2024 года он же с группой рейдеров прибыл в Покровский храм Украинской Православной Церкви в селении Загонце Хмельницкой области. Срезал замок и захватил святыню. Черневич также публично нападал на верующего, который фиксировал это преступление. Анатолий Бондаренко, городской глава, мэр города Черкас, 17 октября 2024 года публично посредством видео призывал население Черкаса к участию в силовом захвате Свято-Михайловского кафедрального собора Украинской Православной Церкви и здания управления Черкасской епархии Украинской Православной Церкви. Захват состоялся, после чего он выступал с пропагандой ненависти в отношении прихожан Украинской Православной Церкви уже со ступеней захваченного храма. Откровенное варварство наблюдаем мы при преследовании христианских священнослужителей за исповедуемую веру. Причем не только препятствование их пасторской деятельности, но ограничение на проведение богослужений и религиозных таинств, но и физическое воздействие, вред их жизни и здоровью. Широкой практикой со стороны садистов, злоупотребляющих статусом сотрудников правоохранительных органов, стали силовые задержания, обыски христианских священников, их аресты, длительное содержание под стражей, пожилых монахов, священников лишают доступа к медицинской помощи, элементарных прав как тяжких преступников, помещают их в следственные изоляторы вместе с уголовниками, совершившими тяжкие преступления, такими как убийство, изнасилование, грабежи. Такой садизм проявляли совершенно конкретные следователи и судьи, выносившие решения в отношении арестов митрополитов и епископов Украинской Православной Церкви. По митрополиту Черкасскому, в Канаевском Феодосию, в Сосновском суде Черкаса, по митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке, Соломенском районном суде Киева, по митрополиту Лангину в Герцаевском районном суде, по митрополиту Павлу Шевченковском районном суде, что позволяет себе отношение мирных людей просто по призванию их вероисповедания, распаявшиеся мерзавцы, невероятно и дико. Сложно даже поверить, что это может происходить в современном обществе. Регулярно получая сообщения о таких событиях, наша молодежь стала глубже изучать этот вопрос и документировать все происходящие преступления. И сегодня мы просим присутствующих передать первую часть собранных материалов прокурору Международного уголовного суда в Гааге для расследования этих международных преступлений против верующих и наказания виновных. Мы уверены, что внимание к каждому из таких частных случаев и жесткое реагирование международного сообщества на эти преступления заставит задуматься многих, чтобы общество однозначно напомнило каждому, что каждый подонок, оскверняющий веру других людей, нападающий на молящихся, оскверняющий святыни, как и призывающий к этому других, чужд любой религии, любому народу и государству. Не спрячется ни за чьей спиной, а всего лишь преступник, действия которого осуждаемый и будет жестоко наказаны. Благодарю за внимание.